В эфире «Сам себе режиссер». Да-да-да, та самая программа, в которой можно было выиграть видеокамеру, но для этого вам нужна была видеокамера. Мы уже с вами разобрали ролики из программы «Слабо», если вы не видели, посмотрите, это очень кринжово. И сегодня мы разберем еще одну кринжовую вещь из программы «Сам себе режиссер», а именно соведущего. Что, вы думаете, Алексей Лысенков единственный ведущий этой программы? О нет, был и другой. И речь сегодня пойдет о Пинке. И не об этом Пинке, и не об этом Пинке, а... О боже, смотрите сами. В эфире «Сам себе режиссер», а за окнами весна. Какое чудесное настроение, как много зелени, свежести и цветов, и как много девушек хороших. Что Лысенков делает? Он разминает руку для того, чтобы... Ну, да, наверное, то, о чем вы и подумали. Согласитесь, у вас тоже появилось желание что-нибудь бросить в экран. И этот Пинки, маскот Баскин Роббинса, в 98 году сопровождал эту передачу. И боже, какой же он вызывал у всех испанский стыд и даже испанский гнев. Сегодня мы посмотрим, кто же это такой был. И в конце, как говорится, сорвем маски и разберемся, что же было на самом деле. Ну, а пока что, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем наслаждаться этим персонажем. Проникнитесь к нему. Как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит. А ты случайно не влюбился? Я еще нет. Но если бы ты видел, Если бы ты, Пинки, видел, как ведущий скрывает боль. что творится у нас в кафе Баскин Роббинс, каждый второй посетитель влюблен в каждого шестого, каждый первый в каждого пятого, каждый седьмой в каждого девятого. В общем, они приходят парами. Чего, блин? Нет, ребята, не выключайте, я понимаю, хочется закрыть. Вы должны это вытерпеть. Мы терпели, и вы должны это вытерпеть. Садятся друг напротив друга, смотрят друг другу в глаза, и тут же становится понятно, что это Либен, аморе амо, в общем, любовь. Так, а с тобой-то что? Это ничего. Профдеформация. Это ложка, которую не смог согнуть даже Нео. За мной? Но как? Это же очень заразное состояние. Стоит на них посмотреть, и... Оу! Очень хочется кому-нибудь признаться в любви. Вот я сейчас последних сдерживаюсь, чтобы кому-нибудь не признаться. Скажи, пожалуйста, а ты пробовал смотреть не на влюбленных, а на что-нибудь другое? Вот давай сейчас попробуем внимательно посмотреть на экран. Видеть мой глаз. Мне кажется, Пинки достаточно внимательно смотрит в глаза. Дальше у нас идут сюжеты, которые нас мало интересуют. Мы сегодня чисто по теме Пинки. Потому что это самая безбашенная рекламная интеграция. Кстати, она там далеко не одна. J7. Соберите 7 разных фруктовых историй, и вы обязательно получите подарок от J7. Что такое фруктовые истории, мы не знаем, но это уже вторая интеграция за передачу. Я понимаю, кризис, 98 год, все дела. А 3 из вас станут обладателями автомобилей. Вручение главных призов состоится в одной из наших июньских программ. А далее у нас рубрика «Слабо». Участниками нашего традиционного конкурса «Слабо». Короче, мужик делает довольно невероятный трюк. Он погружается в прорубь, качает гири там. Зачем, непонятно, но впечатляет, как говорится. Слабо? Да, пожалуй. О, побежал. Ты-то здесь при чем? Ты здесь при чем? Ты-то здесь при чем, как бы говорит ему Алексей. Кстати, в ускоренном двигаться гораздо смешнее, посмотрите сами. И ты же в воду окунался. Что? Да, я согласен. Да, даже у участников конкурса «Слабо» лица такие же. Первый вопрос. Холодно было? Да нет, знаете, довольно жарко, кстати. Я уже привык. А вы уже привыкли? Я 2 года занимаюсь дневным плаванием. 2 года. Я так понимаю, что вы еще занимаетесь параллельно йогой. Атлетизмом. Йога, атлетизм, все вместе. Ага. Скажите, а у вас есть какая-нибудь мечта, которая лично вам кажется совершенно несбыточной? Пожалуй, нет. Лидера ответ. Ага, вы человек практичный. Захотели выиграть в конкурсе «Слабо» и выиграли. В общем, как и я. Захотел стать телезвездой. И вот, пожалуйста, стал. Сейчас жду Оскара. Да уж, захотел стать телезвездой. Денег занесли и стал телезвездой. Боже, как же, как сейчас. Я думаю, что мы как два практика с вами не раз еще увидимся в кафе Баскин Роббинс. И там сможем обсудить все наши проблемы и предаваться всем нашим несбыточным мечтам. Осуждаю на территории Российской Федерации предаваться с мужиком несбыточным мечтам. Чё он несет, господи. Понимаете, мы-то слышим его спичем.
То есть его голос... Повысили в тоне вот так вот, как у Масяни. А в студии-то он говорит нормальным голосом. И это выглядит, наверное, совсем кринжово. Что я стал? Это долгие годы тренировок. Итак, первый претендент, автор боевика «Пассажир номер 57». Слава, принеси мне червонец за штраф отдать! Вывалилось окно. Александр Куравчонок, город Погар Брянской области. Саша, скажите, пожалуйста, а кто в кадре-то? Это были проводы просто. И попросили... Проводы в армию? Да. И вот так отправлялись. Просто автобус уже поехал, конец провода. Видимо, автобус армейский. Сейчас в армии денег не хватает. Осуждаю, осуждаю. Дискредитация ВСРФ. Скажите, пожалуйста, а если вот вам самому предложили полететь на воздушном шаре? Ты пальцем не тыкай в мужика, а то палец может тебя засунуть знаете куда. Хотя я не знаю, что там у ложки в том месте. Но куда-нибудь можно найти, куда его засунуть. Вы бы отказались или не отказались? Не отказались. Но если вот все-таки вам когда-нибудь предложат полететь, а вы по какой-то причине не сможете, не сможете, вы тогда свяжитесь со мной по телефону и говорите: Пинки, вылетай, я полечу вместо вас. А потом приглашу вас в кафе Баскин Робинс, поставлю всяких угощений, десертов разных. Боже, какое замечательное предложение. Ты вместо меня развлечешься, а потом мне расскажешь. Кстати, посмотрите на лица в зале. Мне кажется, они в восторге от этой шутки, но все равно аплодируют. Ну, видимо, правда в восторге. Да. А может там табличка «Аплодисменты» загорелась. Расскажу, как прошел полет. Ладно, договорились? Ну что ж, а сейчас... Девушка, платите $2, становитесь сюда, будем делать фотографии на память. А ничего. Опасно. Тигр ваш? Тигр не мой. Тигр не мой, даже не рычит. Глухонемой. Короче, ладно, это не его тигр, странно. Обидно. А девушка ваша? Знакомая. Не ваша тоже. Ну, блин, обида дважды. Уже хорошо. Олег, вы знаете, у меня сегодня такой глубокий интерес к полетам. Вот вы как к полетам относитесь сами? Что предпочитаете? Воздушный шар. Да боже, принесите кто-нибудь. В нормальных студиях стоит дежурный огнетушитель. В студии сам себе режиссер должен стоять дежурный огнемет. Дельтаплан. Или, может быть, ковер-самолет. Да, дельтаплан. Чё ты несешь? Ковер-самолет. Ковер-самолет. Скажите, а вот у вас от высоты или от недостатка кислорода голова не будет кружиться? У меня от тебя голова кружится, дружок. Нет. Не будет? Ха! А вот в кафе Баскин Робинс, которое расположено совсем не на горных вершинах и не в Поднебесье, голова точно закружится от богатого выбора Боже. и неземного удовольствия. Приходите ко мне, и даже летать никуда не надо. Приходите ко мне. Я думаю, что посещаемость Баскин Робинса после такой интеграции упала в 4 раза. Дети просто боялись туда ходить, потому что вдруг они там реально встретят Пинки. Вы представляете? Многие дети и так боятся ростовых кукол, а тут такая ростовая кукла, что прям совсем страшно. Хотя вот этому пацану вроде не страшно. Однако могут пойти взрослые мужики, чтобы, как говорится, начистить ему ложечку. Олег, а пока примите от нас подарок. Во-первых, 3 видеокассеты «Сам себе режиссер». Полное собрание сочинений. Во-вторых, от наших друзей, компании «Бессолинг» единая пейджинговая, крупнейшего пейджинг-оператора России, футболка с надписью «Все будет». С ними у вас все будет. На стриме пацаны пошутили. Почему пейджинговая компания дарит футболки? Потому что футболки прослужат дольше и дольше будут актуальны, чем пейджеры. Пейджеры вымрут уже через год. И, конечно же, от нас, от нашей передачи фотоаппарат. И от меня тоже небольшой подарочек. Возьмите, это вам. Что дарит Пинки? Я так и не поняла. Если есть глазастый, напишите, пожалуйста, в чате, что он дарит. Я посмотрела, готовясь к ролику, несколько передач, и так и не поняла, что же дарит Пинки. А мы с вами, дорогие друзья, переходим к нашему следующему претенденту. Владимир Семенов, село Береговое, Что-то Владимир Семенов у вас странный какой-то и недовольный. Краснодарского края. Владимир сам приехать не смог, зато приехала его очаровательная жена Татьяна. Вы заметили, как Пинки потирает руки? Боже, ему определенно нравится трогать людей. Тем более тут жена приехала без мужа, и он ее как-то подозрительно трогает. Она звалась Татьяна. А скажите, кто в кадре? Я. Дочка. Ваша дочка с Владимиром. Скажите, а вы сюда к нам на самолете летели, да? То есть у вас самые свежие впечатления от полета? Тогда мы с вами сейчас будем сравнивать 2 самых ярких впечатления в жизни. Полет на высоте 10 тысяч метров и посещение кафе Баскин Робинс.
Да за что? Несите дежурный огнемет. Приходите! Это самое лучшее впечатление на свете! Мне кажется, она точно не придет. А когда муж это увидит, он придет в кафе Баскин Роббинс и спросит, что ты его жену так со всех сторон трогал-то? Самое приятное! Приходите ко мне! А пока примите от нас подарок. Во-первых, 3 видеокассеты «Сам себе режиссер» избранные. Во-вторых, от наших друзей, компании Вессалинк, единая пейджинговая, крупнейшего пейджинг-оператора России, майка с надписью «Все будет хорошо». И фотоаппарат от нашей А программы. от меня лично тоже небольшой подарочек. Так мы и не разгадали, что это за подарочек. Кепка? Что это? Напишите. Друзья, пока студия голосует. Дальше студия голосует. И Пинки делает вид, что принимает активнейшее участие в голосовании. Автомобиль, сок, Баскин Роббинс, пейджинговая сеть. Господи, сколько у них рекламных интеграций. Я понимаю, кризисный 98-й год. Все выживали как могли. Но тут реально программа состоит просто почти полностью из интеграций. И при этом она прерывается рекламным блоком РТР. Как говорится, мы прерываем вашу рекламу ради показа рекламы. Господи, скоро на YouTube так будет. Внимание, все волнуются. Олег Гнеушев, город Москва. А ничего. Ты что делаешь? Девушка платит $2, делает фотография. Ну ладно, мне просто цветы понравились. Хочу сказать спасибо всем зрителям, которые оценили эту жизненную ситуацию так же, как и я, потому что я прислал ее. На самом деле, чувак мечтал бы оказаться на месте тигра. Но в его случае такой жест не будет комичным. Мы вас поздравляем. Примите от нас подарок. Во-первых, от наших друзей, компании Вессалинк, единая пейджинговая, крупнейшего оператора, пейджинг-оператора России. Боже, да неужели он подарит пейджер? Вот такую электронную записную книжку. Что? Какую записную книжку? Хотя записная книжка продержится дольше, чем пейджеры. Во-вторых, от фирмы ММС для вашего будущего автомобиля и, может быть, настоящего. Я не знаю, как у вас там. Да есть у вас автомобиль. Нет, мы подарим вам автотовар. Вот такая современная, надежная автосигнализация «Аллигатор». Да, выглядит, знаете, как с Алиэкспресса за $2. Прекрасно защищающая ваш автомобиль. Ее могут вам установить любой ближайший дилер фирмы ММС. Установит бесплатно. Спасибо, полезный подарок. У меня нету рядышком ММС, зато МММ хоть отбавляй. И, конечно же, символ нашей передачи от нас всех, от меня лично, от всех операторов, режиссеров, администраторов, видеокамера. Спасибо нашим друзьям, компании Вессалинк, единая пейджинговая, за надежную предоставленную пейджинговую связь. И Зачем им во время передачи надежная пейджинговая связь? не забывайте, что мы ждем от вас новые видеоматериалы. А я еще раз напоминаю, Обратите внимание, Алексей сделал жест глазами, который может быть незаметен, но он заметен, потому что как же его это бесило. тем романтикам и мечтателям, что их ждет кафе Баскин Роббинс. Еще раз напоминаю, тем романтикам их ждет кафе Баскин Роббинс. И настоящее удовольствие не где-то там. Мне кажется, Алексей думает, насколько хорошо сочетается камин с его соведущим. Камин, соведущий. Тут должна быть какая-то связь. За горами, за морями, за лесами. Вот, может быть, здесь, в вашем Алексей Лысенков улыбается, скрывая боль. Жалко, жалко, честно, жалко. городе, может быть, даже на вашей улице. Так что приходите, я вас жду. То, как Пинки отдаляется и превращается в пиксель, это лучшее из этой передачи. До встречи через неделю. Пока. Дали слово сказать. Интересно, как было в контракте прописано? Типа 60% эфирного времени должно быть у Пинки. Но, как я уже и говорила, здесь интеграция на интеграции и интеграции погоняет. И вот, пожалуй, очень неплохая реклама. Вы просто посмотрите на это. Как это здорово грести удовольствие полной ложкой. Боже, это зачем? Это за что? Хотя, знаете, мне нравится, я пересмотрю еще разок. Полной ложкой. Да, побольше бы туда. Приходите в чудесное кафе. Подождите, а у вас в кафе Баскин Роббинс подают десерт рядом с банановой кожурой? Ну хорошо, хоть Пинки споткнулся, а не посетитель. Баскин Роббинс всей семьей с друзьями.
Баскин Роббинс. Удовольствие всегда рядом. Первое в мире мороженое с настоящей питерской солью. Ну все, сейчас такое начнется! Подожди, Пинки, я не очень понимаю. Обычно мы пытаемся в начале как-то поговорить о чем-то, оттянуть время, потому что всего полчаса в эфире. Вот именно, полчаса в эфире, и большую часть эфирного времени мы слушаем вот этого вот персонажа. Я не поленилась и сделала нарезку. Вырезала все рекламные интеграции, ну, кроме церемонии награждения. Вот без церемонии награждения 5 минут хронометража занимает Пинки. Я надеюсь, что эта интеграция стоила огромных денег. Иначе я не понимаю, для чего надо было бы это терпеть. Забегая наперед, это действительно так. Чтобы продлить удовольствие. Да нет, я о лете говорю. Ведь начинается лето. Пора развлечений и удовольствий. А представляете, как здорово, прогулявшись немножко под палящими лучами солнца в жаркую погоду, просто зайти в Баскин Роббинс. Да когда же он уже заткнется? И доставить себе целое море удовольствия. И так можно целых 3 месяца развлекаться, понимаете? А если к этим еще 3 месяцам развлечений прибавить всего полчасика развлечений с нашей программой? Можно только без Пинки, пожалуйста. Ну, я думаю, что ты не будешь возражать. Думаю, что зрители тоже. Так что поехали. Ой, девки, Ой, Петь, ты куда лыжи навострил? Куда? Домой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ох уж эти приколы 90-х. Удовольствие полной ложкой. О, да. Далее мы выясним, что Пинки трогает не только чужих жен. Я все заблюрю, так что осуждаю максимально. Пожалуйста, Варвара, краса, длинная коса. А ты в поход когда-нибудь ходила? Ну, знаешь, поход, там, рюкзаки, байдарки, гитара, кеды, висят только стороном расстав... Нет, не ходила? Боже, я не могу показать выражение лица собеседницы, потому что оно... это вот самый настоящий кринж. Выражение кринжа. Не ходила? Отлично! Тогда завтра мы с тобой идем в поход. Да завтра мы с тобой идем в поход. И после... понятно, куда пропал Пинки. Ему дали 8 лет. Идем долго-долго-долго-долго, а у нас есть такая большая карта, и в ней конечным пунктом является кафе Баскин Роббинс. Мне страшно это смотреть. Да, жутковатое зрелище. Там целое море удовольствия. Здорово я придумал, правда? Приходи, и все, и мы пойдем в поход. Ура! А сейчас пока прими наши подарки. Традиционные, ты про них уже знаешь. Скажите, пожалуйста, а вы, значит, отпуск свой в зоопарке проводите, да? Да весь отпуск в зоопарке провожу. Слонярой работаю. Нет, на выходные ездили. А на выходные только в зоопарке. А где отпуск проводите? А домой, в Беларусь. В Беларуси. А если остались дома, то считаете, что отпуск пропал? Да нет, почему? Нет? Но если у вас не будет куда поехать, то приходите в Баскин Роббинс, и я вас уверяю, что вам покажется, что вы как будто вот на Канары съездили или на Майорку. Вот так вот время проведете. Действительно, зачем ехать на Мальдивы, если есть Баскин Роббинс? Одно и то же. Приходите, его берите. И его берите, и, надо было сказать, и этого бери, вот этого вот. Ну что ж, дорогие друзья, пока студия голосует вместе с нашим таким розовым Пинки. Таким Я вот прям уверена, что Алексей хотел бы его назвать каким-то очень неприличным словом, которое мы даже не будем произносить в видео. Мы с вами немножко отдохнем и посмотрим еще несколько видеосюжетов. По крайней мере, пока мы смотрим видеосюжеты, мы отдыхаем от Пинки. Но не всегда. Взламываем Пентагон. Что ж, друзья, надеюсь, вы прониклись этой атмосферой и прочувствовали этого персонажа. Но вы не единственный, и я не единственный, кто его прочувствовали. И об этом даже сняли небольшой КВН. Привет, друзья! Я приглашаю вас всех в ресторан Баскин Роббинс отведать вкусного мороженого! А сейчас наша команда сделает то, о чем втайне мечтает каждый телезритель. Правильно! Приходите в кафе Баскин Роббинс! Да, именно так. А что же говорит о Пинке сам ведущий Алексей Лысенков в статье «Комсомольской правды»? Многие зрители хорошо помнят розовую ложку, которая своими восторженными воплями вычерпала не 1 литр зрительской крови. Сам Лысенков эту рекламную кампанию мороженого вспоминает так. Над ложкой можно смеяться, но только благодаря этой фирме-спонсору сам себе режиссер выжил во время кризиса. Без их финансирования программу пришлось бы
просто закрыть. И без этой ложки не было бы и этого выпуска, и ваши 15 минут не прошли бы так восхитительно. Поэтому предлагаю, после того, как покринжевали, все-таки выразить респект Пинке за спасение передачи нашего детства. Ну и выразить лайком свою поддержку мне, потому что вспомнила и подняла эту тему. Подписывайтесь на канал Нинель, здесь будет много ламповых уютных историй, ну и, конечно, трешовых историй тоже. И поддержите меня комментарием. Если не знаете, что написать, напишите Нинель молодец. Только не пишите Пинки молодец. Прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока. Солнце залез за